Привет, с вами снова я, Черный Шокол, и сегодня я буду снимать прохождение одной из самых моих любимых игр, а именно Dragon Age Origins или Dragon Age Начало. Церковь считает, что именно людская спесь привела в наш мир порождение тьмы. Маги пытались захватить небеса, но вышло так, что сами их уничтожили. Они были изгнаны, поражены тьмой, прокляты, всему виной их порочности. Они вернулись под личиной чудовищ, первых порождений тьмы. Они вернулись и прокатились мором по земле, неумолимым и безжалостным. Первыми пали королевства гномов. С глубинных троп порождения тьмы снова и снова поднимались в наш мир, пока мы не оказались на грани полного вымирания. И тогда пришли серые стражи, мужчины и женщины всех рас, воины и маги, варвары и короли. Серые стражи пожертвовали всем, чтобы остановить натиск тьмы, и победили. Это случилось 400 лет назад, но мы не теряли бдительность. Мы ждали нового прихода порождений тьмы. Но те, кто называл нас героями, они все забыли. Нас осталось мало. Никто не обращал внимания на наши предупреждения. Может, сейчас уже слишком поздно. Я собственными глазами видел, что ждет нас в будущем. Помоги нам, Создатель. Так, будем создавать персонажа. Мужчины и женщины в Филдене в общем и целом считаются равными. Оба пола равны представлены в различных организациях, знатных домах и войсках. Наш персонаж будет мужчина. Ваши. Человек. Наиболее многочисленный и в то же время наиболее обученный из всех вас. На все времена люди лишь 4 раза объединялись для борьбы с общей угрозой. Последний раз это случилось несколько столетий назад. Важную роль в мужском обществе играют религия и шелков. В культурном смысле это отличает людей от эльфов и гномов. Сильнее, чем что-либо еще. Люди могут быть воинами, разбойниками и магами. Вашего преимущества сила +1, ловкость +1, магия +1, хитрость +1. Эльфы. В свое время эльфы были порабощены людьми.
Поскольку них уже было свою культуру, хотя не тяжкое существование в трущобах людских городов. Лишь кочевые далекие племена продолжают следовать обычаям. Они чтут своих наделенных богов и добывают питание охотой в глубине древних лесов. Больше нигде нет места. Эльфы могут быть воинами, разбойниками и магами. Ваше преимущество – сила воли и магия плюс 2. Гном. Скованные кастовой системой и традициями, гномы вот уже несколько поколений ведут безнадежную войну, пытаясь защитить от положения тьмы последний оплот своей некогда обширной подземной империи. Гномы очень крепки физически, обладают высокой устойчивостью ко всем формам магии, что не позволяет им становиться магами. Ваше преимущество – сила плюс 1, ловкость плюс 1, телосложение плюс 2 и 10% шансов противостоять враждебной магии. Наш персонаж будет человеком. Класс. Воин. Воины могучие большие, использующие против своих противников оружие ближнего и дальнего боя. Не могут выдерживать и наносить большой урон, а также хорошо разбиваются в тактике и стратегии. К прилежащим воинам относятся белошелк, хламовник, витязь и потрошитель. Бонусы класса плюс 4 к силе, плюс 3 к ловкости, плюс 3 к телосложению. Маг. Магия это очень мощное и опасное средство, которое становится проклятием для того, кому не хватает воли контролировать его. Всех духов, желающих попасть в мир живых, маги притягивают как светлого к черному старика. И это представляет постоянную опасность не только для самого мага, но и для его окружения. Потому маги проводят свою жизнь в уединении, подальше от мира, для которого они представляют угрозу. Специализацией мага относятся духовный целитель, оборотень, боевой маг и маг крови. Бонус класса плюс 5 к магии, плюс 4 к силе воли и плюс 1 к хитрости. Разбойник. Разбойники это опытные искатели приключений, выходцы из всех случайных слоев. Все разбойники обладают такими умениями, как шум замков и обнаружение ловушек, что делает их сильными для любой группы. В тактической компании разбойники не слишком хороши для открытого боя. Но если такой блеск обойдет противника сзади и нанесет ему удар в спину, это будет иметь для врага катастрофические последствия. Специализацией разбойника относятся следопыт, баллот, дуэлянт и убийца. Бонус класс плюс 4 к ловкости, плюс 2 к силе воли и плюс 4 к хитрости. Так, наш персонаж будет магом. Биография. Маги. Владали иными способностями, столь же опасными, столь и огромными. Вы знаете, что магия это проклятие для тех, кому не хватает воли, чтобы контролировать ее, и нетерпением ждать литровых истязаний. Единственная возможность проявить себя в борьбе с демонами. Талящимися как во внешнем мире, так и в вашей душе. Одержите победу или примите смерть от клинков рыцарей, защищающих мир от вам подобных. Погнали. Имя нашего персонажа будут звать Джельмаш. Привет. Так. Наверное, будем работать с вот этими установками. Хотя попробую создать персонажа из вот этого. Так, кожа белый, оттенок кожи вот такой вот, без татуировки, волосы. Так. Ну как-то вот так вот. Так. Без бороды, брови. Ну, как-то вот так вот. Щетина. Пусть будет вот так вот. Швед. Черный,
глаза. Как-то так, может. Это вот. Все. Пусть будет как-то так. Как-то так. Нож. Будет вот так вот. Так. Так. Главное не напортачить. Так. Так. Нет. Пусть будет как-то так. Аутлет. Так. Пусть будет вот так вот. Голос. Нет, сорвалось! Как дела? Приветствую! Привет. Несказанно рад тебя видеть. Привет. Пусть будет вот такой вот. Несказанно рад тебя видеть. Так. Ну, как-то вот так получилось. Что ж, ну погнали тогда уж. Чего это имело физические возможности персонажа, кто напрямую влияет на величину он значимого персонажа в областном бою. А также добавляют тоже, что в областном бою легка не важна для воинов, особенно если они хотят овладеть двуручным оружием. Почти так же важна для волшебойников. Ловкость. Ловкость это меру подвижности, быстрого реакции и умение сохранять его равновесие. Ваша ловкость повышает вероятность попасть по противнику и вернуться от вашего удара. Также вносит свой вклад в урон, наносимый колющим оружием и стрелами. Ловкость нужна тем, кто будет с оружием, выбив как против волшебника, так и легко ширит это качество. Сила воли отражает решимость и психическую устойчивость персонажа.
Маги с высокой силой воли воли могут совершать больше заклинаний благодаря большему запасу маны. Воинам и разбойникам сила воли дает больше выносливости, необходимой для применения боевых умений и специальных атак. 2 очка сюда. Магия. Магия — это мело природных способностей. Персонаж говорит, что не стоит удивляться, что эти способности очень важны для магов. Чем выше этот показатель, тем эффективнее заклинания. В других классах этот параметр тоже имеет смысл, так как влияет на эффективность используемых зелий, настроек и боежамов. Хитрость определяет способность персонажа к обучению. Многими навыками, такими как твароведение или тактика боя, можно владеть только обладая живым, пытливым умом, а наблюдательному глазу проще отыскать слабые места в вражеских доспехах. При этом разбойникам, поскольку многие способности и специальные атаки этого класса основаны на умении перехитрить противника. Телосложение отражается довольно и стойкость. Повышение этого показателя напрямую увеличивает эту величину урона, который персонаж может выдерживать, прежде чем пойдет на поле боя. 2 сюда и 1 навыки. Влияние. Персонаж достаточно влиятельный, чтобы приближать других людей. Развитая сила помогает добиваться его угрозами, развитая хитрость уговорами. Полный персонаж может тянуть небольшой предмет, врага или союзника, и что-то кажется не слишком внимательным. Приготовление ловушки. Персонаж научился делать простые ловушки и приманки из распространенных компонентов. Выживание. Персонаж чувствует присутствие рядом с существ ниже своего уровня. Заменить также дает небольшой бонус устойчивости к силам природы. Травник. Персонаж может делать простые зелья, мази и припарки из распространенных трав. Это у нас уже есть. Приготовление рядов. Персонаж прошел трудное обучение и теперь может делать простые ряды и гранаты. Боевая подготовка. Персонаж прошел основную боевую подготовку. Воины разбойники получают доступ к оружейным умениям первого уровня. Маги могут переносить больше урон от атак, прежде чем будут вынуждены принимать заклинания. Тактика боя. Персонаж может быстро разрабатывать тактические приемы в бою и получать ячейку для тактики боя. Улучшенная тактика боя. Персонаж более проницательно анализирует ситуацию на поле боя и получает дополнительную ячейку для тактики боя. Так. Пусть он у нас и будет с боевой подготовкой. Так. Заклинание доступно нам. Парная вспышка. Луки заклинателя испускают конус, пламени на начало вон, от огня всем в области действия в течение короткого времени. Остерегается дружество на огне. Камень доспех. Кожа заклинателя становится твердой, как камень, давая бонус к броне, пока действует эта способность. Возьмем вот это. Ледяная хватка. Заклинатель замораживает шею, жертвы низкого уровня превышает свой лед, отверживший заклинание получает слабку скорости перемещения. И вот это. Уровень сложности будет. Легко. Для новичков ПГ. Ваш отряд не привержен урону от действия союзников. Последний. Для большинства игроков. Ваш отряд не привержен урону от действия союзников. Сложно. Для ветеранов ЛФПГ, готовых к нелегким испытаниям. Действия союзников наносит вашему отряду половинный урон. Кошмарный сон. Для тех, кто не ведает страх. Действия союзников наносит вашему отряду полный урон. Ну, сыграем на сложности легко. Так как и на другой сложности я еще не играл. Или играл не очень хорошо. На утесе стоит, возвышаясь над темными водами озера Калинхат, крепость. Это башня круга магов. Эта башня единственное место в Ферлдене, где маги изучают свои искусства в кругу себе подобных. Под защитой каменных стен маги круга совершенствуют свои умения и обучают новичков управлять данной им силой. Но башня круга не только убежище, но и тюрьма. Маги живут под надзором служителей церкви, а уж от ее бдительного ока не укроется ни один недостойный поступок. Эта золоченая клетка заменяет ученикам весь мир. Когда становится заметно, что ребенок способен к магии, его забирают из семьи и запирают в башню. Теперь годы учебы позади, и тебе предстоит последнее испытание. Истязанию. Магия существует для того, чтобы служить человеку, а не править им. Так сказала пророчица Андрасты, низвергнув империю Тевентер, которой правили маги, приведшие мир на край гибели. Твоя магия — дар, но также и проклятие. Потому что она притягивает к тебе демонов из царства снов. Тени, которые стремятся через тебя проникнуть в этот мир. Вот для чего существует истязание. Этот ритуал отправит тебя в тень. И там ты, вооруженный только своей волей, встретишься лицом к лицу с демоном.
У меня есть другой выход. Только усмирение. Разве это выход лишиться всей своей магии? Нет, я верю, что ты справишься. Знай, ученик, если ты потерпишь поражение, храмовники исполнят свой долг. Ты умрешь. Это Лириум. Сама сущность магии, а для тебя ворота в тень. Пройти истязание необходимо, дитя мое. Каждый маг проходит через испытание огнем. У нас получилось, получится и у тебя. Будь начеку и помни, тень, царство снов. Может, духи и правят им, но ты волен сам выбирать свои поступки. Ученик должен самостоятельно справиться с заданием, первый чародей. Теперь ты готов. Не знаю, что произошло, но как-то это меня пугает. Так, автосохранение пока идет. Ну, пойдем по воле. Это успокоительный, восстанавливающий средства, приготовленные с последних растений опытным травником. Берем. Так. Какой-то плюшевый клешп. Хорошо. Я постараюсь. Кодекс Норден. Висп. Вокруг самых могучих демонов, творящих одержимых и меняющих что и целое. Всегда было много шума, но люди часто забывают, что не все демоны способны нарушать благоверный шлак. Некоторые из них, походящие в наш мир через личную завесу известны под именем Виспов, что означает обломок прежней мыши. Висп — это демон, утративший силу. Обычно он или пробыл в нашем мире слишком долго, так и не найдя в кого вселиться, либо был практически уничтожен, как мы выяснили, скорее всего, другими демонами. Остатками важного такие существа цепляются за единственную идею — ненависть ко всему живому. Их способность нападать на живых ограничена, однако если посещать Виспов в тени, обычно он сразу атакует. В нашем мире знают, что виспы часто заманивают жертв в гибельные места, притворяясь фонарями или другими человеческими источниками света. Намеренно заманивают тех, кого могут в гибельные места, но если не считать этого нехитрого приема, ни на что больше они, похоже, не способны. Из дневника бывшего старшего чародея Малеуша, когда-то принадлежавшего кругу Левена, провозглашенного отшельником века дракона 9.20. Магия и религия, и стяжание. Ничто не вызывает такого трепета у учеников круга, как предшествующее каждому из них истязание. О проведении этого ритуала им известно немного, и уже одно это дает повод бояться. Что хорошо и известно, так это то, что лишь те ученики, которые пройдут истязание, возвращаются потом к товарищам. Возвращаются же полноправными членами круга магов, а те, кто не проходит испытания, неизвестно ничего. Может быть, их с пожаром изгоняют, может быть, их убивают на месте. В лесном круге лишь нелепой версии, будто бы несостоявшихся учеников превращают в свиней, откармливают и продают на что старшим чародеям. Но не заметил, чтобы в круге Левейна были больше свинины, чем где-то либо еще баты Дженитивы в погоне за знанием путешествия ученого Шелки. Персонажи. Рыжий командор Грегор. Ваша магия и дар, и проклятие. Пока круг магов учат вас, мы, служители Шелки, должны оставаться на чеку, чтобы это обучение было правильным. Первый чародей Иван. Кто хочет выжить, должен выучиться правилам и помнить, что иногда приходится с чем-то жертвовать. Заметки. Важные подарки Создателя. Это я читать не буду, тут чисто список Создателей. В праздничный розыгрыш Создателя. Тут тоже список Создателей чисто. Это мы выпускаем. Управление. Бой маг. Вы ведете бой в такой чудо, что очень важно четко представлять себе поле боя. Чтобы приостановить игру до тактических приготовлений, какое-то идеальное меню с помощью L2. Маги атакуют врагов заклинаниями. Восстановите своего персонажа лицом к врагу, чтобы тот оказался выведен. И выберите в идеальном меню нужное заклинание или выживите любое из боевого меню, нажав соответствующую кнопку. Чтобы поместить заклинание в боевом меню, выберите его в идеальном меню. Или нажмите сначала треугольник, а затем кнопку нужной ячейки боевого меню. Квадрат, треугольник или
круг. Прежде чем использовать атакующее заклинание, убедитесь, что лак выбран. Когда маг кончается, то вид заклинания становится невозможным. Исследование. Для перемещения персонажа используйте L. L отвечает за положение камеры. Инвентарь. Инвентарь разделен на две части. Слева вещи надеты на выбранного персонажа, а справа вещи, которые могут пользоваться все ваши спутники. Чтобы надеть или использовать предмет, выберите его в правой части экрана с помощью L и нажмите X. Если предмет доступен несколько ячеек, выберите нужную в левой части экрана, нажимая X или квадрат. Вы выбираете себе что-либо, откроете соответствующую вкладку и выберите предмет из списка с помощью L. Все нажмите X. Обратите внимание на деятелей весь списка предметов выделены желтым. Дневник. Дневник отслеживает этапы выполнения текущих задач и сохраняет результаты прошлых действий, то есть все выполненные задания и записи кодекса, которые описывают мир вокруг вас. Когда дневник открыт, нажмите квадрат, чтобы отметить выделенные задания как активные. Это позволит обозначить задания, над которыми вы сейчас работаете, при этом активируются стрелки на карте и в игровом мире, которые укажут вам путь к следующему этапу сюжета. Способность долгого действия. При активации способности долгого действия начинают потреблять ману или выносливость. И становятся активны до тех пор, пока их не выкачать или пока не кончится выносливость маны. Пошла таких способностей добавляет штраф утомляемости, повышает стоимость других заклинаний или навыков, что устраняет поддержание нескольких активных способностей долгого действия одновременно. Чтобы выкачать такую способность, вручную выберите ли еще раз в идеальном меню или в ячейке быстрого доступа в боевом меню. Имейте в виду, что некоторые способности, например, оборонная стрельба и быстрая стрельба, нельзя использовать одновременно. Так. Дневник. Высокая башня магов. Истяжание. Пережить испытание. Истяжание. Ты проходишь истяжание, обряд посвящения, знаменующий переход из учеников в маги. Тебя сбрасывают в тень, где нужно отбиваться от демонов, которые воспринимают тебя как ворота в настоящий мир. Так ты докажешь, что демоны не важны для тобой и что достоин носить мантию круга магов. Премиальный контент. Шурков перевал. Процессор Шурков перевал. Отправляйте Шурков перевал, где ждет незадачливый купеж, готовый предложить невероятно выгодную сделку. Праздничные подарки. Подарки к празднику Куватки Булана. Торговый сбор принес вам прекрасный подарок в самом начале праздника. Он обыскал весь Федодан и нашел для вас чудесные подарки, то сейчас спрятаны в вашем лагере. Теперь вы сможете подарить их своим спутникам. Праздничные розыгрыши. Праздничные сюрпризы Лапки Булан. Торговый сбор принес вам прекрасный подарок в самом начале праздника. Он обыскал весь Федодан и нашел для вас чудесные сюрпризы, которые сейчас спрятаны в вашем лагере. Теперь вы сможете разыграть своих спутников. Так. Ладно, не будем отвлекаться. Играем. Еще один плюс вот вишп. Так, пока что я жив. Еще один плюшок. Я помахнулся. Пока вроде бы получается неплохо. Кого-то бросили волкам. Свеженького и, конечно, совсем не готового. Храмовники поступают плохо. И с тобой, и со мной. И со всеми. Но я добьюсь успеха, так или Ты иначе. говоришь об этом, как и многие до тебя. Посмотри на меня. Вот что может с тобой случиться. Всегда одно и то же. Но не вини себя. Мне тоже довелось побывать на твоем месте. Позволь мне поприветствовать тебя в тени. Можешь называть меня, ну, мышем. Полагаю, это не настоящее имя. Нет, я не помню ничего из прошлого. Храмовники убьют тебя, если ты будешь отсутствовать слишком долго. Они решат, что тебя победили. И, конечно, не захотят, чтобы кто-то вселился в твое тело. Думаю, это произошло со мной. У меня нет тела, в которое можно вернуться, а у тебя не так много времени до того, как с тобой сделают то же самое. Сожалею, что так получилось. Не теряй времени на эти разговоры. Ты же не хочешь закончить жизнь вот так. Здесь подготовлено кое-что специально для таких учеников, как ты. Тебе надо сразиться с тварью, с демоном и победить, если сможешь. Это выход для тебя. Или для твоего противника, если храмовники тебя не убьют. Испытание для тебя и раздражитель для существ, живущих в тени. Зачем устроить меня против такого существа? Вопрос к обитателям башни. Может, когда-нибудь тебе повезет его задать. Может, когда-нибудь и я смогу это сделать. Здесь есть и другие духи.
Они расскажут тебе больше и, возможно, помогут, если ты сможешь довериться всему, что видишь. Если не возражаешь, я последую за тобой. У меня давно уже нет шансов, но ты можешь найти выход. Ну, окей. Так, карта территории. Карта территории отображает область, в которой вы находитесь. Используя вертелку, некоторые области можно открыть только исследователь. По умолчанию сюжетные подсказки не показывают в неисследованных областях, но параметры можно включить в меню настроек. Так, ладно, думаю, Недалеко опасный дух. Не приближайся, если не готов бороться. на сегодня все. Сейчас сохранимся. Что ж, на этом все. Видео долго не было, и, к сожалению, сегодня я больше говорил, чем играл. В следующий раз будет больше. На этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, пишите в комментариях и не забывайте подписываться на мой канал. До скорого!